Привет, мои дорогие! У нас сейчас будет небольшой расклад на тему, о чем он волнуется, о чем он переживает в ваших отношениях. То есть давайте посмотрим такие какие-то отрицательные моменты, которые испытывает ваш мужчина в ваших с ним отношениях. Возможно, вы чего-то не замечаете, от чего у мужчины поднимается давление, о чем он переживает, возможно, не может вам сказать, да. Например, та же самый такой яркий пример импотенция, да, то есть у него не стоит, и он сам дует на него, дует, и ничего не происходит, но об этом же женщине не скажешь, а от этого становишься капризным, депрессивным и гадким. Поэтому, девочки, давайте посмотрим такие отрицательные моменты, о чем он сейчас волнуется, что он сейчас переживает в ваших с ним отношениях. Вот о чем мужчина думает, что его стопорит. Почему, например, он вас игнорит, или почему у вас какие-то такие нервные отношения. Иногда бывает, вроде бы мужчина внешне нормальный, да, но мы-то чувствуем нутром, что что-то не так, и он себя ведет как-то не так. От этого, например, мы, например, больше экспрессивные, это все показываем, а нам еще говорят, что мы там белочку где-то словили, да. Давайте посмотрим, о чем волнуется, о чем переживает ваш мужчина в ваших с ним отношениях. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Выбирайте, мои дорогие. У нас будет такое небольшое гадание. Посмотрим, о чем он волнуется, о чем переживает. И можно будет делать выводы и где-то, возможно, помочь ему. Ну что, давайте посмотрим. Первый вариант. Загадали, девочки? Поехали. Первый вариант. О чем волнуется? Вот ваш мужчина точно, девочки, волнуется. Двойка хазардов выпала. Это двойка риска, да. Он волнуется о чем-то материальном, то, что у него уже есть. Это не то, что даже его физическое состояние, да. Это он волнуется за то, что он имеет, да. Это либо деньги, но это даже не сколько на деньги похоже, либо больше на то, что можно за эти деньги приобрести, купить, да. Либо он уже это купил и волнуется, зря я это сделал, нафиг это было нужно, я не потяну. Либо он взял кредит на что-то, да, и вот это вот волнение будет постоянное. Либо, девочки, у него какая-то вещь могла бы сломаться, и от чего зависят многие аспекты его жизни. Поэтому мужчина здесь у вас на нервике. Мужчина на нервике, сам пытается решить эти все какие-то проблемы. Скорее всего, он выхода из этого не видит, потому что двойка хазардов, она говорит о том, что вот это его волнение, оно обосновано, оно связано с его дальнейшей жизнью. Это, как знаете, это вот такой тремор у очень ответственных людей. Вот некоторые взяли кредиты и, знаете, не отдает, и пофиг им вьюга на все, да, и что коллекторы звонят. А некоторые люди очень ответственные, да, и они начинают волноваться даже тогда, когда у них не получается в срок отдать какой-то кредит кому-то, да. То есть вот этот мужчина, он волнуется, очень сильно переживает из-за каких-то материальных моментов. И это связано не с самими деньгами, сколько связано с тем, что он за эти деньги либо получил уже, либо недополучил. И вот он считает, что это будет заметно ухудшать где-то его жизнь, он будет волноваться. И вот эти вот хазарды, двойка девочки, она может реально задержаться на продолжительное время у мужчины. То есть тут мужчину надо поддерживать хотя бы словами, да. Поддерживать, говорить, все не так уж плохо, где-то оптимизмом каким-то его зарядить, потому что он волнуется, девочки. Ну, давайте еще глянем, а как это в ваших отношениях, на ваши отношения с ним влияет. Шестерка кубков, девочки. Он, вот этот мужчина все равно чувствует в вас какую-то опору, да. Вот даже если вы с ним вместе или не вместе с этим мужчиной, он пытается где-то прислушаться к вам, пойти к вам за каким-то советом, либо даже просто смотреть, как вы живете, вспоминать ваш прошлый опыт, а что бы она сказала, а что бы она сделала. И любовное к вам такое отношение здесь. Давайте еще глянем. О чем он волнуется? Ну, девочки, он реально волнуется по материальным вопросам. Все ему не так, все ему не так. И ему кажется, что его любить от этого не будут. То есть
чем меньше у него каких-то материальных ценностей, даже вот не сколько денег, а каких-то материальных ценностей, тем больше он чувствует себя ущербным именно в любви. И тут выпала шестерка мечей с шестеркой кубков, да. То есть, если я чувствую уверенность в материальном плане, значит, у меня будет все хорошо. Вот пример такого мальчукового плана, да. Вот, например, вспомните, как раньше, например, было. Сейчас, может быть, не так у современных подростков, а раньше, типа, маленькие подростки, уже мальчики, которые становились мужчинами, не все время мечтали об автомобилях. Типа, на автомобиле меня девки любить будут, да. Ну, это такое было. И все мечтали. И многие мужчины, помните, как пересели на BMW, там, это раньше культ модели был, вот сейчас уже смазано, конечно, но раньше такое было, да. И чувствуешь себя как принц на белом коне, и девки меня априори, девушки должны любить за это, и он чувствовал себя как-то увереннее. И вот ваш мужчина, у него точно так же, вот это вот мальчуковое что-то есть. Он чувствует себя намного увереннее в отношениях, намного даже вот добрее, снисходительнее, трепетнее, когда он чувствует твердое седло под своей пятой точкой, что у него есть машина там или квартира, и работа. То есть вот этого мужчину выбивает из колеи, из нормальных отношений, когда, например, его уволили с работы, да, или человек потерял работу. И вот когда он мечется, он немного угасает, он даже не может нормально себя вести в отношениях, да, что-то не то. Поддержка какая-то тут ему нужна. Потом, если у него нету таких вот мужских причиндалов, которые помогают ему быть и состояться мужчиной, вот что-то материальное, девочки, он сейчас по этому поводу переживает, понимаете? Поэтому, ну, смотрите, как у вас отношения идут, не идут, но у вас мужчина раним по поводу того, что он имеет на самом деле. И, кстати, вот это вот может проявляться у разных мужчин по-разному, да. Есть благородные мужчины, есть не очень благородные, есть умные, есть не очень умные, да. Каждый это по-разному переживает. И даже вот эти вот альфонсы, вот взять, если таких уже альфонсов, которые ищут женщин, чтобы жить за их счет, да. И вот обратите внимание, что они обычно такие напыщенные, гребень начесанный, хвост начесанный, да, и он показывает все свое это представительского класса. Но почему? Потому что по него вот это вот тоже очень страдает. И он как может, как говорится, это добывает, да. А другие мужчины работяги, которые пытаются добиться этого сами. И вот очень сильно зависит от того, отношения у мужчины с женщиной здесь, вот как он себя чувствует успешным в плане как мужчина, имеющий материальные какие-то вещи, или неуспешный. Для него какой-то показатель это мужчина, который имеет и дерево посадить, и сына родить, да, и дом построить. И вот если он типа такой схемы не имеет, он себя может очень разрозненно в отношениях вести. И вот эти вот, он может быть бабником, да, из-за этих моментов, когда он в себе не уверен, и он просто пытается из глубоких отношений выходить в более такие легкие, простые, когда можно просто поболтать и себя выдумать кого-то, да, кем он себя не представляет, чтобы почувствовать себя комфортно. Поэтому ваш мужчина здесь переживает за материальные моменты, да? Он переживает это в ваших отношениях. Он хочет быть реализованным, чтобы его не пилили, что он мало зарабатывает, что он чмо на задних лапах, да, или еще что-то. Ему это очень важно. И любая травмирующая такая вот ситуация, когда женщина еще будет его пилить, да ты такой плохой и все остальное, он с этой женщиной, девочки, не будет. Его самосознание будет его охранять, он будет убегать отсюда, да. Ну, в зависимости от того, слабый он или сильный. Будет он ли он этого сам добиваться, да, для любимой женщины, или он такой слабенький и сбежит. То есть он волнуется за материальные моменты, девочки, в ваших отношениях. За уверенность в завтрашнем дне. Он радеет, и ему очень хочется быть стабильным таким мужчиной. Вот такой вот первый вариант.
Второй вариант. Давайте посмотрим, о чем он волнуется, переживает в ваших отношениях. Выпал повешенный. Повешенный мужчина, сигнификатор девочки. О чем он волнуется? Да он уже отволновался. Он уже свое отпереживал. Он уже пуганный, как говорится. Он уже ни о чем не волнуется. Он уже, как говорится, грубо говоря, висит, болтается, да, он плывет по течению, он уже сдался, вот этот мужчина. Так что он уже не сколько волнуется, сколько он уже, знаете, либо живет отдельной жизнью от вас, он уже свыкся. Вот, например, взять по этой карте, например, яркий такой пример, алкоголик, да. То есть он, конечно же, не будет слушать вас, чтобы он не пил, ничего он не будет делать для семьи, он будет просто уже продолжать жить, как он жил. То есть плывет по своему какому-то течению, он уже сдался. Это я вам только на алкоголизме пример показала, да, но тут может быть всякое. То есть здесь мужчина уже, который плывет по течению. То есть он уже ни на что особо не влияет, ему особо ничего уже не интересно. И на вопрос, о чем он волнуется, ни о чем, мои дорогие, ни о чем он не волнуется. Либо он уже, знаешь, занял свое такое вот место в пазлике, свое гнездо, уселся и сидит, да. Это более-менее такой вариант. Либо, девочки, он ушел в какие-то свои, м, ну, скажем так, недостатки, в какие-то свои вредные привычки, ушел в загул какой-то или еще что-то, да, и не собирается даже оттуда возвращаться. У него сейчас пониженная вообще энергетика, решать, я не хочу ничего решать, у меня лапки. Вот такой вот мужчина сейчас выпал. Давайте посмотрим, что такое, о чем он сейчас волнуется, переживает в ваших с ним отношениях. А потому что он уже, как говорится, отхватил свое. Он уже все, вот тот негатив, который мог и который сильно решал, да, он уже, стрессовая ситуация у него уже была. Это уже дело прошлого, что-то он уже такое вот пережил в ваших отношениях, либо на работе, либо это было увольнение с работы, либо это была очень жесткая ссора с вами, либо вы его запилили, что у него уже надорвалось, то, что должно было надорваться, ниточка порвалась, либо он уже, девочки, ушел, либо это вот мужчина, у которого обострились его вредные привычки, и он с этих вредных привычек не собирает выходить. Либо он потерял какие-то шансы с вами, когда он думал, они были мнимые, да. Возможно, вы делали этих 10 шагов по отношению к нему, он никакие не делал. Либо он думал, что он делал, потому что вы приближаетесь, и он думал, что он делает все правильно. На самом деле он просто стоял на месте, понимаете? А ему казалось, что он что-то делает по отношению к вам. И вот в результате, когда вы ничего не делаете и думаете, ну давай сделай же своих какие-то шаги. Он, девочки, ничего не делает, понимаете? Хотя он мог, как говорится, очень много в уши что такого говорить. Так что о чем он переживает? Он, девочки, уже пережил. Вот что-то тут вылезает из прошлого. Самая такая травмирующая ситуация в его жизни для его психики, она была в прошлом, да. А вот сейчас вот это вот просто идет все по накатанной туда, куда оно должно привести, и из-за совокупности тех всех его действий, которые он делал, да. То есть вот этот 12-й старший аркан, аркан повешенного показывает просто, что он сейчас пожинает плоды своего, в кавычках, труда и по отношению к вам, и по отношению к другому, ко всему. Вот такие вот дела. Давайте еще посмотрим. А вот даже если у вас с ним хорошие отношения, с этим мужчиной, но у него сейчас ноль энергии, девочки, ноль энергии. Так что, например, брать его за бары, за пейсы, брать его там за шею, за крылья, за ноги, за копыта и за хвост, или что там у него есть, по вашему, например, его описанию, да, тотемному, то я вам скажу, что вот у него сейчас ноль энергетики. Лучше его даже вот просто не трогать. Возможно, ему надо собраться со всеми своими мыслями самому. То есть как-то внешнего какого-то влияния, какого-то негатива извне на его бедное сердечко было очень много. И сейчас его, как говорится, даже вот просто можно игнорировать. О чем он переживает в ваших с ним отношениях?
Я свое отпереживал, я свое отбоялся, мои дорогие. Вы, кстати, этому мужчине выпадаете верховной жрицей, да? То есть я вам скажу, что он от вас принял тот удар, который вы дали ему, сознательно или бессознательно, с любовью или без, с ненавистью, с злостью или с благодатью какой-то. Неважно, с каким посылом вы брались за этого мужчину, да, или что-то делали в его жизни. Дело в том, что вы на него повлияли так, как должны были повлиять в его жизни. Вот то, что он сейчас имеет, это какой-то закономерный результат, да. А вы как то всевидящее око, которое, как говорится, и другим, и себе, и ему открыло глаза на это все. А вот мне интересно, вы так все равно как-то выпали в паре, да? А о чем он переживает в ваших отношениях? Четверка кубков, королева кубков. И этот мужчина, девочки, если он не с вами, он сильно по вам скучает на самом деле, да. Ам, Но я бы вот этого вот повешенного оставила пока сейчас в покое, не трогала бы его и дала бы ему определиться с чувствами. Достоин ли, девочки, он вас? Тут самый главный вопрос, достоин ли он вас? То есть, если это бывший, которому у вас где-то не угасли чувства, но он полностью отрицательный персонаж, к нему, к повешенному, верховная жрица возвращаться должна только во снах, понимаете? Но не в реальности. Либо, девочки, то тут будет пересмотр каких-то ваших отношений. В паре вы или не в паре. Будет вот сейчас что-то уже произошло в прошлом, что на ваши отношения сильно наложило отпечаток, да. Но вот сейчас какое-то будет время застоя. У мужчины впереди еще и 13-й аркан, и 14-й, да. А потом будет пересмотр дела, как сказать, у дьявола, у 15-го старшего аркана, да, то есть будет все становиться на свои места где-то, ну, через 3 месяца, я вам точно скажу, что будет какой-то пересмотр ваших отношений с этим мужчиной, то есть либо вы с ним поменяетесь где-то ролями, примете какие-то новые роли на себя, он на себя что-то примет, да, ну вот сейчас какие-то такие больше на притирки похожие что-то, либо полностью на отторжение этого мужчины из жизни. Ну, то есть тут такое. Надо просто это пережить, его, девочки, не трогать, да, не тащите, не влияйте на него никак, да, потому что вы уже что-то такое вот сделали в ваших с ним отношениях, что все. Сейчас уже надо просто посмотреть, как говорится, вернет ли вам судьба этого мужчину в том виде, в котором вы хотели. Тут не надо никакой активности по отношению к нему проявлять. Вот даже месяца 3. Бывший это муж, настоящий муж, парень это, не парень, девочки. Спустите все на тормоза, не влияйте, не тащите его ни на какие новые работы. Просто иногда, как говорится, прогуливайтесь, если вам будет комфортно, да, но не пилите его, ничего. Потому что вот эти вот какие-то 3 месяца сознания ему надо пройти еще. Вот такой вот, девочки, второй вариант. Третий вариант давайте посмотрим. О чем он волнуется, переживает в ваших с ним отношениях. То, что люди говорят. Шестерка костяная выпала вам. Вот этот мужчина переживает, что донесутся какие-то вести не особо благие, сплетни какие-то дойдут либо до его ушей, либо до ваших ушей. Этот мужчина переживает о том, что говорят за вашей спиной, за спиной у вашей пары, за спиной у вас, за спиной у него. Ну, мы сейчас еще посмотрим чуть такое-то. О чем он волнуется, о чем он переживает. Да. Короче, девочки, он переживает о том, что вы узнаете либо о каких-то сплетнях, которые говорят за вашей спиной о вас, мои дорогие, да. Вот этот мужчина либо сам разводит какие-то сплетни у вас за спиной. То есть тут идет, что какие-то другие люди будут знать, либо уже знают какой-то негатив про вас. И он не хочет, чтобы это до вас дошло. Возможно, он что-то такое не очень хорошее где-то что-то сделал, да, и не хочет, чтобы это дошло до вас.
Либо вот именно про сплетни тут идет такой момент, что вот какой-то негативчик на языках у кого-то за вашей спиной. И вот он переживает и волнуется, что вы об этом рано или поздно узнаете, и что вы будете высказывать свою реакцию. Причем реакцию вы показывать будете офигеть какую большую. Выпала Верховная Жрица вам. То есть вот эти сплетни вас могут в какой-то раж, в ярость какую-то бросить, да, и вы будете топнете ногой, и будет где-то по шкале 9 баллов, по шкале Рихтера землетрясение, девочки. Вот за это он переживает. Давайте еще глянем, о чем он переживает в ваших с ним отношениях. Что это за тайна какая вылезет? Шкодник, девочки, выпал у вас, мужчина, да? Либо он где-то вам там где-то подгулял, девочки, либо где-то с кем-то пофлиртовал. Короче, там есть. Смотрите, вот эта вот женщина другая, она не имеет к вам типа отношения какого-то. Но почему-то либо они с ним разговаривали, эта женщина с ним, либо он так вот флиртанул, что он понял, что он совершил какую-то ошибку, да, и что если вы об этом узнаете, то будет ему просто голова с плеч, усы долой, да, выщипайте ему всю бороду пинцетом, и он этого очень боится. Либо, девочки, там какая-то звезда, в кавычках, что-то про вас не очень хорошее говорила, да, и просто ваш мужчина переживает о том, чтобы вы не услышали то, что говорила она, то есть он пытается где-то вас от этого устранить, да, чтобы до вас вот эти сплетни не дошли. Но что-то такое, языки черные где-то ходят, и что-то про вас там разносили, какую-то фигню, грязь какую-то, да. И тут либо положительный момент, что либо мужчина пытается вас защитить, он боится за то, чтобы вы что-то такое вот не узнали, что про вас плохое говорили, а он-то знает, да. И ему и хочется сказать, но он и не может, и считает это ненужным. А это не нужно, потому что вы-то такая баба боевая, которая, знаете, как возьмет пыль выбьет со всех, понимаете, как с дырявых матрасов. Либо, девочки, он где-то нашкодил, и он просто боится реакции вашей на то, что он сделал. Причем он сделал это тупо, глупо, зачем ему это надо было, самому ему-то и непонятно. Вот момент, за что он, девочки, переживает. Третий вариант. Четвертый вариант. Давайте посмотрим, о чем он волнуется, о чем он переживает в ваших с ним отношениях. Мои вы дорогие, о чем он волнуется? А он волнуется именно о вас. Как его любимочка, как его пупсочка живет, как... Короче, он носится с вами, как с писаной торбой. Он переживает за ваше состояние, чтобы вам, любимой козочке, было все хорошо, да, чтобы вы где-то там что-то не волновались. То есть, смотрите, выпала королева мечей, девочки. Это вы выпали по отношению к этому мужчине. И на вопрос, о чем он волнуется, он волнуется о вас. О чем он переживает, о вас он переживает. Понимаете? Вот такой вот момент. Посмотрите, девочки, как вас видит ваш мужчина. Вот так он вас видит. Давайте посмотрим, о чем он волнуется, о чем он переживает. Да. Он пытается подсластить вам жизнь. Он пытается сделать ее как-то лучше. Вот насколько это возможно с его стороны. Он очень боится вас в гневе и очень боится, когда вы раздражены, когда вы капризная, потому что вы, ой, как много чего можете сделать, понимаете? Вы ему, как петушку, можете просто голову отвинтить. И поэтому он вообще никак не хочет вас злить и где-то потакает вам. Из любви, девочки. Вот он еще и выпал. А сам он, кстати, такой, знаете, тоже непростой. Вот, например, он понимает, что вы такая королева-королева, да, но, обратите внимание, когда вас рядом нету с ним, да, он из себя тоже строит такого короля, где-то напыщенный, где-то наглый, самоуверенный,
м, где-то он кого-то ставит на место, любит подучить кого-то, да, и все равно вот, перед вами он на задних лапах. Вот именно с вами, вот рядом, да, он такой на задних лапах. Как только вас рядом нету, с другими людьми он такой, знаете, напыщенный индюк такой. Но, кстати, вот что-то такое есть. Вы выпали все-таки какой-то парой, девочки. Но он все равно боится вашего гнева. Не гневи свою королеву. Давайте еще посмотрим, о чем он волнуется, о чем он переживает, девочки. О чем он волнуется в ваших отношениях, о чем он переживает. Ему какой-то, смотрите, опять выпала ваша пара, ему важен внешний лоск, да, то есть ему важно, как вы вместе смотритесь, как вы одеты, как он одет, как вы выходите в люди, да, что люди думают именно о вас, о вашей паре, хочется быть лучше всех с вами, да, и он пытается, знаете что, выдерживать баланс, то есть с вами он пытается быть под вами, а когда он не с вами, он, получается, пытается вот как бы доминировать всех, понимаете? И причем вот этот внешний лоск какой-то, тут он все время хочет кому-то что-то показать, что у меня машина лучше, чем у кого-то другого, а у меня это, а у меня то, а у меня пятое, десятое. И про вас он, девочки, тоже так говорит, вот этот мужчина. А она-то така раз така, понимаете? Так что вот этот мужчина, о чем он волнуется? Он волнуется о вашем на самом деле состоянии, о том, чтобы вы, как говорится, были в хорошем расположении духа как минимум. А давайте еще немножко посмотрим ваши интересные взаимоотношения. Вот тут с мужчиной выпадает все равно какая-то игра, девочки. Вы очень с ним очень хорошо играете. Вот как надо, да. Даже если вот вы в игноре друг у друга, вы все равно будете вот все равно сталкиваться с этим мужчиной. Вы на него влияете, понимаете? Он все время как бы под вашим влиянием. 20-й старший аркан суда. И опять, девочки, он очень сильно к вам тянется, этот мужчина. Он, кстати, где-то с вас берет пример. Вот если бы вы были мужчиной, вы были бы идеалом его мужчины, так какой он должен быть. Но в то же время вы такая, знаете, женственная-женственная. Вы просто его очень сильно маните, мои дорогие. Вот такая вот интересная, интригующая пара. Четвертый вариант. Все, мои дорогие, вот такое вот было гадание. Пока-пока.